Всем привет! Сегодня будет видео о том, как связать такой кардиган с аранами. Вяжется он очень просто, а выглядит красиво. На узор есть отдельное видео на моем канале. Вяжется он по такой простой схеме. И я в том видео провязала весь раппорт в высоту, и он повторяется на протяжении всей длины. Вязала я его из пряжи Alize Superlana Classic. В 100 граммах 280 метров. Цвет 168. Состав здесь 75% акрил и 25% шерсть. Мой кардиган связан на 50 размер. По размерам в ширину он составляет 58 сантиметров. Длина, я, конечно, сейчас все не покажу, полностью длину. Длина 90 сантиметров. По плечам соединяла способом 3 спиц, а рукава и боковой шов, вот он, соединяла по кромочным петлям крючком соединительными столбиками. Так с изнанки смотрится и так с лица. Швы практически не видны и смотрятся аккуратно. Когда были готовы все детали и сшиты, я набирала петли по горловине и вязала отдельно резинку. И затем пришила пуговицы. Вот и все. Петлями для пуговиц служат отверстия от переплетений в косе. Это очень удобно, петли вывязывать не нужно и не остается дырок потом. Когда расстегиваем, так немножко потянули и все. И коса остается косой. По спинке он выглядит так. Очень красиво смотрится узор. И такие вертикальные полосы, они хорошо стройнят фигуру. Можно вязать и на большие размеры таким узором. Кардиган получился мягкий, теплый и очень приятный. На этот кардиган пряжи у меня ушло около 900 граммов. Я надеюсь, что мой кардиган вам тоже понравился. Если вас заинтересовал, предлагаю посмотреть, как я его вязала. Приятного просмотра! Я начала вязание со спинки, предварительно сделав расчет ширины спинки. Для этого необходимо связать образец. Образец нужно связать всеми узорами, или только Б и А, или, как связала я, узор Б, А и С. После того, как связан образец, нужно определить плотность вязания, измерив плотность вязания схемы А, образца схемы А, и схемы Б и С, которая будет одинаковая. Итак, мой расчет. По моему образцу ширина узора А, 11 петель, составляет 3,5 сантиметра. Ширина узора Б и С, 19 петель каждый, составляет 6 сантиметров. Исходя из этого, я сделала расчет. Мне нужно было, чтобы ширина спинки была примерно 57-58 сантиметров. И я, измерив ширину этих узоров, распределяла узор от центра. В центре спинки должен быть расположен узор А. Итак, я начала распределять. Отметила узор А по центру
и в стороны от него располагала узоры. То есть рядом с узором А идет Б, потом опять А, и также в обратную сторону. И так я распределяла, отмечая ширину этих образцов. И считала, сколько раппортов помещается в нужной мне ширине. И у меня получилось, что у меня в нужной мне ширине 6 раппортов узора B и C, между ними 5 раппортов А и по краям по половине раппорта А, ну плюс 2 кромочные. У меня получилось, что половина раппорта А – это 3 петли от узора А, изнаночная 1 петля, 1 лицевая, и кромочная, ну кромочную не считала, составила по 2 сантиметра. И так я рассчитала. 6 раппортов B и C составило 36 сантиметров, 5 раппортов А было 17,5 сантиметров. Это я умножаю количество раппортов на сантиметры в образце. И 2 раза по 2 сантиметра, 4 сантиметра. В результате у меня получилось 57,5 сантиметров, то, что мне нужно. И затем, здесь у меня сверху отмечено зеленой пастой сантиметры, и внизу красной пастой количество петель в узоре. То есть С и Б это по 19 петель, и А это по 11. Считаем, сколько нужно петель. 6 раппортов по 19 это 114, 11 по 11 петель. 5 раппортов это узор А, 55 петель. Это 169 у меня получилось. И плюс по 6 петель по краям, 1/2 узора А. Всего 181 петля. Это ширина моей спинки. Теперь посмотрим на самом полотне спинки. Спинка у меня уже готова. Показывать, как начинать вязание, я буду на примере полочки. Вот то, что я говорила. В центре распределяем узор А. Вот он. И по краям от него уже распределяем узор. Вот у меня получилось по 3 раппорта B и C. Между ними, конечно же, А. А по краю я связала одну часть узора А, 1 изнаночная, 1 лицевая и кромочная. Также со второй стороны. То же самое, что сейчас я показывала на расчете. Набрав 181 петлю, я начала вязание так, как показала на своем расчете. Сначала я распределила узор, то есть провязала 2 подготовительных ряда. Как это делать, я сейчас покажу на примере полочки, как я сказала. Здесь нужно просто первые 2 ряда провязать, как должны лежать петли, но без перекрещивания. Провязала эти 2 подготовительных ряда и затем перешла на узор. И узор я начала с 11 ряда. Я это в видео по узору говорила, там можно подробно все посмотреть. Начала провязывать первый ряд 11, затем 12, и затем уже повторяла схему с 3 по 12 ряд. То есть раппорт узора в высоту составляет полный раппорт 10 рядов с 3 по 12 ряд схемы. И так я провязывала высоту на высоту 90 сантиметров. Всего у меня получилось 264 ряда.
полных раппортов с 3 по 12 ряд у меня получилось 26. После этого я сняла петли открытыми на дополнительные спицы и так оставила. Спинка готова. Рассчитываем полочки. Одна полочка – это половина спинки. И смотреть узор должен также в разные стороны. То есть отмечаем вот середина. Здесь будет планка. Это правая полочка, это левая полочка. По краям также со стороны шва узор должен выглядеть как на спинке. И узоры на спинке, которым заканчивается, допустим, у вас заканчивается узором B, то правая полочка на конец возле шва на правой полочке, соответственно, должен смотреть симметрично. То есть, если здесь узор B, то там будет заканчиваться узором А. Но это так и получится, если вы ровно разделите спинку пополам, так как начинается она у меня с узора B и заканчивается узором С. Вот расчет. Так как у меня здесь отмечено, вязание начинается справа налево, так же, как мы вяжем. То есть набирается кромочная, лицевая, изнаночная, 3 петли узора А, и затем начинаем с узора Б. Вяжем, 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 и последний узор С. И затем опять 3 петли узора А, изнаночная, лицевая, кромочная, так как я сейчас на полотне показала. То есть вяжем справа налево. Итак, расчет. Как я сказала, полочка – это 1/2 спинки плюс планка. Я вяжу цельновязанную планку. Если вы вяжете планку отдельно, то планка, значит, не учитывается. Вяжете только половину спинки. У меня будет планка коса. Это я буду сейчас показывать. Планка коса у меня включает 12 петель. Это двойная кромочная, 2 изнаночные петли, 9 лицевых. На 9 лицевых петлях я вяжу косу, затем опять 2 изнаночные и распределяем узор. Распределение узора так же, как и на спинке. Левая полочка начинается с планки, правая полочка заканчивается планкой. Я распределила так. Значит, на левой полочке, которая начинается с планки, идет 3 петли узора А после планки, и затем так же, как половина спинки. Узор Б, А, С, А, Б, и в конце, как на спинке, 6 петель, 3 петли узора А, изнаночная, лицевая и кромочная. Это край спинки точно так же вяжется. И это половина спинки. На правой полочке симметрично. Начинается наоборот с 6 петель крайних, это кромочная, лицевая, изнаночная и 3 петли узора А. И наоборот, узор С, А, Б, А, С. Также возле планки 3 петли узора А и та же планка на 12 петлях. Я также здесь отметила количество петель, то есть планка у меня 12 петель, 3 петли узора А 13 и БА это 19 и 11. Сложить все петли, и у меня получилось на полочку 100 петель. Я набрала 100 петель и начинаю вязать правую полочку. Правая полочка, вот расчет, начинается с планки. Как мы рассчитали, планка начинается с 12 петель. Всего коса будет на 9 петлях, но изначально я набираю 6 петель, чтобы она не фалдила, поэтому 12. Затем я прибавлю 3 петли, и далее будет планка вязаться на 9 петлях. Итак, сначала
вяжем 2 подготовительных ряда под узор. Так, первый подготовительный ряд. В начале ряда на планке, как я сказала, я вяжу двойную кромочную. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой. Далее 12 петель планки. Две изнаночные, 6 пока лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные. Это подготовительный ряд под планку. И далее по распределению узора. 3 петли узора А, лицевые петли, 3 лицевые. И затем узор начинаем С. В узоре С 19 петель, и вяжется он 2 изнаночные, 15 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 2 изнаночные. Это я связала С, теперь А. Вернее, не отсюда, а справа налево. Я провязала планку, 3 петли узора А, связала С, и теперь снова А. Узор А 11 петель, 3 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные и 3 лицевых. Дальше для узора Б, так же как и для узора С, 19 петель, 2 изнаночные, 15 лицевых, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 лицевых, 2 изнаночные. Б связали, снова А, 3 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые. И еще раз узор С. 2 изнаночные петли, 15 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 2 изнаночные петли. Осталось 3 петли узора А, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная, лицевая и кромочная. Кромочную провязываю изнаночной. Первый подготовительный ряд готов. Второй ряд вяжется, как смотрят петли, только в центре узора А, так как я показывала в видео по узору, среднюю петлю нужно будет снять. Кромочную снимаю. Сначала у меня идет изнаночная, лицевая,
3 изнаночные, это узор А. Ну, то есть смотрим, видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. И только там, где мы встретим одну изнаночную между лицевыми, то есть вот здесь 3 изнаночные, вернее, сейчас будет 15 у меня. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Это узор С. Затем 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, и здесь я встречаю одну изнаночную между лицевыми. Вот там, где это одна изнаночная, это центр узора А. Эту петлю, как я показывала в узоре, мы снимаем вместе с накидом, не провязывая. И далее продолжаем вязать также по узору. Итак, в центре каждого узора А среднюю петлю снимаем. Потому что в узоре Б и в узоре С по 15 в изнаночном ряду изнаночных, по краям узора А по 3 петли изнаночных, и только в центре узора А между лицевыми петлями будет петля изнаночная 1, и ее именно снимаем. Сейчас я еще раз дойду. 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые и 1 изнаночная между лицевыми. Ее снимаю вместе с накидом, завожу под нить и снимаю. И дальше все петли по узору. Довяжу этот ряд до конца и начнем вязать узор. Да, еще в конце ряда, вот я довязала этот ряд второй до конца, в конце ряда, когда осталось 2 петли, предпоследнюю петлю снимаю не провязанной нить перед работой. Это двойная кромочная, и последнюю вяжу изнаночной. В следующем ряду я начинаю вязать уже узор. И так как на спинке, я начинаю узор вязать с 11 ряда. То есть один раз я провяжу 11 и 12 ряд, и затем я уже буду повторять узор с 3 по 12. И также в этом ряду мне нужно добавить в планке для провязывания косы 3 петли. Сейчас у меня 6 лицевых, мне нужно 9. Коса на 9 петлях. Первую кромочную снимаю, вторую провязываю лицевой, 2 изнаночные. И теперь в этих 6 лицевых мне нужно прибавить 3 петли. 1 лицевая, накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 накид и 1 лицевая. Все, теперь у меня здесь 6 петель. Ой, 9 петель. 3 я прибавила. 2 изнаночные. И теперь в планке коса у меня не 12, а 15 петель. И на спицах у меня теперь 103 петли. И дальше начинаю вязать узор. Как вязать узор, есть отдельное видео на канале. Вяжем так, как рассчитали. То есть 3 петли узора А и затем узор С. 3 петли узора А на правой полочке должны смотреть влево, так как мы вяжем от центра спинки. То есть от центра спинки куда смотрит наклон, туда и вяжем. На правой полочке он смотрит влево. На левой полочке рядом с планкой наклон смотрит вправо. Так и вяжем. У нас правая полочка, значит вяжем влево. Первую петлю снимаю, 2 провязываю, меняю их местами. Здесь я подробно узор показывать не буду. И провязываю. Наклон влево. И дальше, так как я показывала видео по узору, провязываю С, А, Б, А, С и так далее. Провяжу этот ряд 11
и 12 довяжу до планки. Я довязала 12 ряд узора. В конце ряда у меня осталось провязать планку. Теперь в планке у меня 15 петель. Провязываю 2 лицевые, 9 изнаночных. Накиды нужно провязывать скрещенными петлями, так, чтобы отверстий не было. 1 лицевая, изнаночная, 2, 3, 4, накид скрещенный, 5, 6, 7, накид скрещенный, 8 и 9. Теперь для косы у меня 9 петель. 2 лицевые, предпоследнюю кромочную снимаем, не провязывая нить перед работой, последняя изнаночная. Так двойная кромочная каждый ряд. И теперь со следующего ряда я буду провязывать по схеме, повторяя с 3 по 12 ряд, так как я в узоре показывала. А по планке я начинаю вывязывать косу и буду делать перекрещивание в косе, то наклон влево, то наклон вправо, через 1 лицевой ряд. То есть в одном лицевом делаю перекрещивание, в следующем не делаю. В этом ряду, там, где у меня начинается 3-й ряд схемы узора, я делаю первое перекрещивание, и первое у меня будет с наклоном влево. Кромочную снимаю, вторую провязываю лицевой, 2 изнаночные. И на следующих 9 петлях я вывязываю перекрещивание. Можно пользоваться дополнительной спицей. Наклон влево – это первые 3 петли. Снимаю перед работой, нить за работой. Следующие 3 лицевые провязываю 1, 2, 3. Возвращаю петли с дополнительной спицы на левую спицу и их провязываю. Следующие 3 лицевые. Все, первое перекрещивание сделано. 2 изнаночные. И дальше узор по схеме 3-го ряда. То есть повторяю с 3 по 12 ряд. Провяжу этот ряд до конца и довяжу изнаночный до планки. В конце изнаночного ряда, это у меня 4-й ряд узора, планку провязываем по узору. 2 лицевые, 9 изнаночных, 7, 8, 9, 2 лицевые, предпоследнюю кромочную снимаем, не провязывая, последняя изнаночная. Следующий ряд у меня будет 5-й ряд узора, и по планке никаких изменений не будет. 2 кромочные, 2 изнаночные, 9 лицевых. Девять лицевых, 2 изнаночные, значит. Все. То есть через ряд делаем перекрещивание. Сейчас я провяжу этот ряд, затем изнаночный 6-й ряд, и в следующем ряду, в 7-м, будет перекрещивание уже с наклоном вправо. Я провязала 5-й и 6-й ряд узора, и теперь 7-й ряд узора схемы. В 3-м я сделала перекрещивание, в 5-м не делала. Теперь в 7-м опять перекрещивание, но уже с наклоном вправо. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой, 2 изнаночные и коса. Первые 3 петли провязываю лицевыми.
Следующие 3 петли снимаю за работой, нить перед работой. 1, 2, 3. Оставляю их за работой. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. Возвращаю на спицу петли с дополнительной спицы и провязываю их. 1, 2, 3. Перекрестили теперь с наклоном вправо. И продолжаю вязать 7-й ряд. Итак, я буду вязать перекрещивание через каждый лицевой ряд. То влево, то вправо, то влево, то вправо. Через один лицевой ряд. По узору основному, как я сказала, я буду повторять с 3 по 12 ряд схемы, высоту. И так провязывать ровным полотном до убавлений по горловине. Я провязала свою полочку на высоту 77 сантиметров. И сейчас я провяжу еще 4 ряда. По-другому будет изменения будут в планке. Узор будет по-прежнему вязаться как и вязался. 4 ряда с измененной планкой, то есть я как завершение свяжу. И затем уже буду вывязывать горловину. По рядам. Всего сейчас у меня провязано 230 рядов. Это 4 ряда в начале, 2 подготовительных и 2 ряда, это 11-12 ряд узора. И затем раппорты узора полных 22 раппорта по 10 рядов с 3 по 12 ряд схемы и 6 рядов от 23 раппорта высоту. То есть сейчас у меня получается, я провязала с 3 по 8, и сейчас у меня в узоре будет 9 ряд схемы. А если считать от начала общее количество рядов, то это 231 ряд от начала вязания. В этом ряду я убавлю 3 петли в косе, те 3 петли, которые я прибавляла в начале. Первая кромочная снимаю, вторую провязываю лицевой, 2 изнаночные и убавляю 3 петли из 9. У меня снова станет 6. Первые 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, следующие 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и последние 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все, 3 петли я убавила, 2 изнаночные. И дальше продолжаю вязание по схеме 9 ряда, как у меня идет по узору, и довяжу этот ряд до конца, и следующий 10-й изнаночный ряд довяжу до планки. Так, в конце изнаночного ряда, это 10-й ряд схемы у меня, все петли планки, кроме кромочных, я буду вязать лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Предпоследнюю кромочную снимаем, последнюю изнаночной. То есть это как платочная вязка. Сейчас на планке 12 петель. В следующем ряду, это у меня сейчас 11-й ряд схемы узора, я убавлю в планке еще 2 петли. Кромочную снимаю, вторую провязываю лицевой. Следующие 2 петли провяжу вместе лицевой с наклоном влево. Меняю стенки петли
и провязываю за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых и еще 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо за переднюю стенку. И теперь у меня в планке осталось 10 петель. Продолжаю вязать 11 ряд узора. И в 12 ряду в изнаночном я все эти петли планки, 10 петель кроме кромочных, провяжу также лицевыми петлями. То есть 8 лицевых и 2 кромочные. Я довязала 12 ряд схемы, и на этом вязание планки закончено. Дальше я буду вывязывать вырез горловины. Для того, чтобы определиться, какой ширины вы хотите горловину, можно по спинке измерить сантиметром. Я сделала так. Отметила маркерами, где я хочу, какой ширины я хочу горловину, и измерила. У меня это примерно 20 сантиметров. Отметили горловину и посчитали, сколько остается на плечи. Здесь, конечно, должно быть одинаковое количество. Отметили. У меня осталось на плечи по 59 петель. И теперь рассчитаем. Вот я записала. Горловина у меня примерно 20 сантиметров и на плечи по 59 петель. И теперь рассчитываем, как нужно убавить петли, в каком порядке. Для этого я считаю так. У меня было изначально 103 петли, когда я 3 в начале прибавила на полочке, минус 5 убавленных в планке. Сейчас у меня получается 98 петель. От этих 98 петель нужно отнять петли плеча, 59. И остается 39 петель мне нужно закрыть. Теперь нужно рассчитать, как же их закрывать. Петли планки я закрою одновременно. Поэтому от этих 39 петель я отнимаю 10 петель планки, и осталось 29 петель. Эти 29 петель я буду делить на группы. Чтобы рассчитать, на сколько групп разделить, нужно нам посчитать, сколько нам рядов осталось связать. Рядов мы должны связать столько, чтобы у нас получилась высота планки такая же, как высота спинки. У меня получилось, что мне осталось до высоты спинки связать еще 30 рядов. То есть 3 раппорта в высоту. Так как закрывать петли я буду только в одном ряду, на одной планке в лицевом, на втором в изнаночном, то мне это количество нужно разделить на 2. Получается 15 двойных рядов. Я их называю один двойной ряд, это один лицевой и один изнаночный. Обычно в конце, когда я делю петли для закрытия горловины, я оставляю 2 ряда этих двойных, сейчас я уже буду говорить двойными рядами, 2 двойных ряда без убавок, чтобы они были ровно. Так лучше ложится горловина. Вот так закрытие. Здесь будет планка 10 петель, и здесь 29 петель группами. И я распределила петли так. Распределять нужно всегда от большего к меньшему. У меня получилось, что мне нужно разделить на 13 двойных рядов. Первый это 10 планки я закрою сразу, и остальные я распределила так. 5, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Так я и буду закрывать. Итак, первый ряд у меня по узору сейчас начинается 24 раппорт в высоту, первый ряд и первый ряд закрытия. Здесь нужно закрыть 10 петель. Первые 2 петли, 2 кромочные, я провяжу вместе.
Или даже не вместе провяжу, а я пересниму одну на другую. Одну петлю сократила и продолжаю закрывать. Следующую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. Это 2. Лицевая, протягиваю 3. Лицевая, протягиваю через предыдущую 4. 5. 6. 7, 8, 9 и 10. Первые 10 петель закрыты. И дальше провязываем. Сейчас здесь у меня уже не хватает провязать узор А, поэтому я его просто провяжу лицевыми петлями. Эту петлю последнюю подтягиваем. Узор А я уже провязываю просто лицевыми. 2 петли у меня здесь осталось. А дальше все по узору. Так как я вяжу первый ряд схемы узора. Провяжу этот ряд и в конце изнаночного ряда подключусь. В конце изнаночного ряда, это у меня 4-й ряд схемы, предыдущий ряд был 3-й ряд, это был первый ряд 24-го раппорта, но по схеме он 3-й. Помним, что мы повторяем с 3 по 12 ряд схемы, поэтому это у меня сейчас 4-й ряд схемы, и в конце ряда изнаночного 2 изнаночные, и последнюю петлю я снимаю, не провязывая. Разворачиваю вязание. И теперь 5-й ряд схемы. Значит, 10 у нас уже закрыто. И теперь следующее закрытие, 5 петель нужно закрыть. Первые 2 петли снимаю и протягиваю одну через другую. Одну петлю закрыла. Следующую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. 2 петли. Лицевая, протяжка 3 петли. Лицевая, протяжка 4. Лицевая, протяжка 5. Все, 5 петель закрыто. И дальше провязываем по узору. Здесь смотрим, сколько остается петель. Здесь для перекрещивания уже остается по узору только перед перекрещиванием, вернее, 3 петли. Вот 3. Теперь мне нужно делать перекрещивание по узору. Если петель для перекрещивания не хватает уже после закрытия, то провязываем их просто лицевыми. Если хватает, то перекрещивание провязываем. Дальше довязываю 5-й ряд. В конце 6-го ряда последнюю петлю также сниму не провязанной. В следующем 7-м ряду мне нужно закрыть теперь 4 петли. 10 и 5 мы уже закрыли. Следующее закрытие 4. Все точно так же. Первые 2 снимаю, протягиваю одну через вторую, 1 петля закрыта. Следующая лицевая, протяжка. Это 2 петли. Лицевая, протяжка. 3 петли. Лицевая, протяжка. 4 петли. И дальше вяжем по узору. Здесь для перекрещивания еще хватает петель. 1 лицевая. Для перекрещивания петель хватает, поэтому вяжем. И так каждый ряд.
Это все одинаково вяжется. Меняется только количество петель. Я уже дальше буду самостоятельно вязать. Это одно и то же. Мы закрыли 10, 5, 4. Дальше в следующем лицевом ряду я закрываю 3, потом 3, 3, 2, 2, 2, 2 и 1. Также точно. Оставляя последнюю петлю в изнаночном ряду не провязанной и закрывая петли таким образом, как я показала. И в конце 2 ряда двойных последних без убавок. И на этом вязание планки будет закончено. Я провязала все закрытия по горловине и петли оставила открытыми. На этом правая полочка готова. Левая полочка вяжется симметрично. Сейчас сложу так, чтобы лучше было видно. Начало. То есть так, если эта полочка начиналась, вязание этой правой полочки начинается с планки, то вязание левой полочки заканчивается планкой, а ряд начинается со стороны шва. Вот наш расчет. Правая полочка начиналась с планки, а левая полочка начинается с кромочной с одной и заканчивается планкой. Все остальное точно так же. Распределение узора, если здесь было С, Б и С, то на левой полочке вяжется Б, С и Б. Между ними узор А. Планку коса я не вязала симметрично, а вязала точно так же. И на левой полочке я начала перекрещивание сначала с наклоном влево. И закончилось у меня последнее перекрещивание также с наклоном влево. Перед провязыванием этих двух платочных полосок. Убавление по левой полочке вывязываются точно так же. Только если здесь мы начинали в лицевом ряду ряд закрывать, то здесь лицевой ряд провязываем до конца, разворачиваемся и в изнаночном закрываем такое же количество петель. То есть 10, довязали ряд до конца, 10 закрыли в начале изнаночного, довязали ряд до конца, 5 закрыли, затем 4, 3 и так далее. То есть она вяжется в зеркальном отражении. Все точно так же. Когда обе полочки связаны, можно соединить изделие по плечам со спинкой. Для этого спинку и полочку нужно сложить лицевой стороной друг к другу. Я оставила нить для сшивания в конце вязания полочки, спинки, и ей уже буду соединять. Лицевая сторона спинки и лицевая сторона полочки друг к другу лицевыми сторонами. И способом 3 спиц я закрою петли. Тем самым одновременно соединю плечевые швы. Закрывать буду спицей 2,75, чуть меньше, чем вязала. Рабочая нить у меня на спинке, на задней
спицы, та, которая дальше от меня. Эту петлю, где рабочая нить, первую я снимаю, затем провязываю петлю с первой спицы лицевой и протягиваю через первую петлю. И дальше провязываю по 2 петли вместе с каждой спицы и делаю протяжку. Беру с первой спицы петлю, со второй спицы одновременно петлю, вместе их провязываю, спускаю и протягиваю через предыдущую. С первой спицы, со второй провязываю, спускаю и протягиваю. И так закрываю все петли плеча, и второе плечо также аналогично. Так я закрыла и соединила одновременно оба плеча. С изнанки это выглядит вот так. Узор здесь обязательно должен сойтись. Если все делаем правильно, то все сойдется. После того, как я соединила плечи, я связала один рукав. Сейчас буду второй вязать. Рукав набирала из проймы и вязала вниз. Внизу резинка. Как вязала? Начиная от плечевого шва, в сторону спинки, в сторону полочки нужно отметить то количество кромочных, которое вам нужно для ширины рукава. Я отметила по 35 кромочных в каждую сторону. Это примерно 24-25 сантиметров у меня получилось. И набирать буду из кромочных петель. Дальше, как я рассчитала. Так, вот мой расчет. Значит, набрала по 35, вернее, отметила по 35 кромочных. И с каждой стороны набрала по 69 петель. И в центре еще одна. Всего у меня получилось 139 петель на рукав. Как набирала, я сейчас покажу. И затем я распределила узор. Узор распределяла точно так же, как распределяла на спинке, начиная от центра. Так. Смотрим на рукаве. Вот идет плечевой шов, и от плечевого шва центральная петля – это середина узора А, так же, как середина спинки. То есть начинаем опять распределять от центра и в стороны. Единственное, здесь есть разница в том, что рукав я вяжу сверху вниз, а спинку вязала снизу вверх. Поэтому распределять узор именно Б и С нужно в зеркальном отражении. То есть если справа от узора вправо начинался узор Б на спинке, то здесь я вязала узор С, а потом Б. А на спинке наоборот. Б, потом С. Вот и вся разница. И узор А точно так же. Наклон первой полосы идет влево, затем вправо. То есть в зеркальном отражении узор. Если вяжете снизу, то не надо в зеркальном отражении. Если сверху, то лучше так делать в зеркальном отражении, чтобы он снизу смотрелся так же, как весь узор. Итак, я распределила так от центра, также в стороны. И вот что у меня получилось. На мои 139 петель у меня получилось 4 полосы узора Б и С и 1, 2, 3, 4, 5 полос узора А.
Оставшиеся петли по краям я распределила так. 2 изнаночные, лицевая и кромочная. И с обратной стороны то же самое. 2 изнаночные, лицевая, кромочная. Начинаю вязание. Это смотрим лицевой ряд справа налево. То есть кромочная, лицевая, 2 изнаночные, А, Б, А, С, А. Это центр. И в обратную сторону. Б, А, С, А, 2 изнаночные, лицевая, кромочная. Вот так узор смотрится в лицевом ряду справа налево. То есть так, как вяжем. Это мое распределение. Сейчас я покажу, как я набирала петли, и затем все скажу по рядам и по сантиметрам. Значит, вот центр плеча. И по лицевой стороне начинаю набирать. Присоединяю рабочую нить в следующую кромочную за заднюю стенку. Присоединяю и завязываю, оставляя кончик нити, который потом нужно будет спрятать. И спицей номер 3, теми же спицами, которыми вязала, начинаю набирать в эти 35 кромочных петли. Подхватываю под обе стенки петли кромочной, вытягиваю нить. Затем делаю накид к себе. Следующую кромочную провязываю петлю, накид к себе. И так провязываю через каждую кромочную накид. Кромочная, накид, кромочная, накид. Из кромочной вывязываю лицевую, накид. Лицевая, накид. Кромочную за обе стенки подхватываю. И так провязываю с одной стороны до центра 69 петель. Я подхожу к центру. У меня сейчас 67, 68 накид и 69 петля. Это 35 кромочная к центру. 69. После нее я накид не делаю, а из центра напротив шва поднимаю одну петлю. Это будет центр узора А. И продолжаю дальше. Также из 35 кромочных, здесь тоже накид не делаю, начиная с первой из 35 набирать 1, 2 накид, 3, 4 накид, 5, 6, 7, 8 и так далее, 9, 10 и так далее до конца, тоже 69 петель. Я набрала все петли. И теперь в изнаночном ряду, во втором ряду, уже я сделаю подготовительный ряд под узор. То есть так, как я делала это на спинке, на полочке, только я распределяла узор с лицевого ряда, а здесь один ряд изнаночный. И в нем распределяем узор так, как отмечено по моему расчету. Как я показала, с лицевой стороны оно смотрится справа налево. Но так как я вяжу изнаночный ряд, значит я читаю эти петли слева направо, если лицевой с обратной стороны. И также распределяю, учитывая то, что я вяжу изнаночный ряд, то есть в зеркальном отражении.
Если у меня здесь идет кромочная, лицевая, 2 изнаночных, то я вяжу так. Кромочная, изнаночная, накиды провязываю скрещенными, 2 лицевые. То есть в зеркальном отражении. Дальше идет узор А. Узор А в изнаночном ряду вяжем так: 3 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Следующий узор С. Для С и Б одинаково распределяется узор. 2 лицевые, 15 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 лицевые. И так далее. Распределяем узор. Дальше опять идет А, затем Б. Для А, так как я показала, для Б так же, как для С. 2 изнаночные, 2 лицевые, 15 изнаночных, 2 лицевые. И так по вашему расчету, если он у вас не совпадает с моим, провязываем распределение узора во втором ряду. Второй ряд провязан. И теперь по лицевой стороне начинаю вязать узор так, как он у меня распределен. И всего на первом рукаве и также на втором я провяжу сейчас 1 раз с 1 по 12 ряд схемы, 9 раз с 3 по 12 и 1 раз с 3 по 10. То есть в последнем раппорте 11-12 ряд я не провязывала. Всего в длину узора у меня получилось 112 рядов я провязала до резинки. И делала убавки по краям в начале ряда и в конце ряда в каждом 4-м ряду, начиная с 5-го ряда. Убавки делала так. Первая вторая после кромочной петля лицевая в начале ряда и лицевая в конце ряда. И я первую кромочную снимаю, а следующую петлю провязываю вместе лицевой с этой петлей. В начале ряда с наклоном влево, в конце ряда с наклоном вправо. И так делала убавки в узоре. Полностью по рукаву в начале ряда 1 петлю убавляла и в конце ряда. И так в каждом 4-м ряду. И всего у меня получилось 27 убавок. После того, как я закончила вязание узора, значит, вот, начиная отсюда, вязала узор 112 рядов. Так выглядят убавки. И затем в 113 ряду я убавила петли до 57. Значит, изначально набирали 139 петель, затем сделали 27 убавок, убавили 54 петли, получилось на спицах 85 петель. И в 113 ряду я убавила петли до 57, как я сказала, убавляя так:
одну петлю провязываю, следующие 2 вместе, одну петлю провязываю, следующие 2 вместе, лицевой. И так сократила до 57. Это 113 ряд. В 114 ряду я убавила еще одну петлю до четного, чтобы вязать резинку 2 на 2, и начала вязать резинку. И всего провязала резинки 23 ряда. Начиная с изнаночного ряда, 23 ряда. Резинка 2 на 2. Ряд у меня начинался с 2 лицевых и заканчивался 2 лицевыми. В конце рукава я петли закрыла обычным способом протяжки, но провязывала петли по узору. То есть лицевую, если лицевая дорожка, провязываю лицевую, протягиваю через предыдущую. Если изнаночная петля, провязываю ее изнаночной и протягиваю через предыдущую. И все, на этом вязание рукава было закончено. Затем я по изнаночной стороне соединила рукав, не обрывая нить, по кромочным петлям. То есть лицевыми сторонами друг к другу соединила и крючком номер 3, это 2,5, соединяла крючком номер 3 по кромочным петлям соединительными столбиками. Так соединила рукав и затем сразу же перешла на соединение полочки и спинки и соединила до конца. Так выглядит место шва. Его не видно. С обратной стороны образуется цепочка. Все, так же я сейчас провяжу и второй рукав. Второй рукав тоже готов. И я еще не сказала, резинку я вязала на спицах 2,5. На спице 2,5 я перешла в том ряду, где начала делать убавки. Рукав вязала на спицах 3, так же, как все изделие, а резинку на спицах 2,5. Осталось обработать горловину. Когда я закрыла плечи, оставшиеся петли по спинке я оставила открытыми. Остальные петли для обработки горловины нужно добрать из закрытых петель. Вязать горловину я буду на спицах номер 2,5. И начинаю набирать. Беру рабочую нить и начну не сразу от начала, а первую петлю возьму из 10. Вот где я закрывала платочную вязку, последняя петля платочной вязки, это будет первая петля моей резинки. Удобнее это делать с помощью крючка. И так, поднимая из каждой косички, я подхватываю обе стенки. Я буду набирать петли. Итак, под обе стенки. Набираю по всей длине. Так я подняла все петли. У меня получилось на спицах 122 петли. Для резинки 2 на 2 количество петель должно делиться на 4. Это вместе с кромочными. У меня они делятся, значит, я убавлю
во втором ряду 2 петли. Одну петлю убавлю примерно вот здесь на повороте и аналогично на второй полочке, провязав по 2 петли вместе. Второй ряд я провяжу все петли лицевые, чтобы отделить резинку от основного полотна. Первую кромочную снимаю и все остальные петли провязываю лицевыми. Убавив, как я сказала, 2 петли, провязав по 2 вместе лицевой. На спицах останется 120 петель. Начиная с 3-го ряда я буду провязывать резинку 2 на 2. Первую кромочную снимаю и начинаю с 2 лицевых. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так до конца ряда. Последнюю кромочную провязываю изнаночной и продолжаю вязать резинку 2 на 2. Я провяжу и скажу, сколько рядов у меня получилось. Я провязала 10 рядов резинки 2 на 2. И в следующем 11 ряду я убавлю петли. Убавлять петли буду только в изнаночных дорожках. Кромочную снимаю, 2 лицевые провязываю. Дальше 2 изнаночные, их я провязываю вместе одной изнаночной. 2 лицевые, 2 изнаночные вместе одной изнаночной. 2 лицевые, 2 изнаночные вместе. И так довязываю ряд весь до конца. И 12-й изнаночный ряд провяжу без изменений, как смотрят петли. Двенадцать рядов резинки провязаны. Петли буду закрывать протяжкой по узору. Первую снимаю петлю, следующая лицевая, значит провязываю ее лицевой и протягиваю через предыдущую. Следующая лицевая, протягиваю через предыдущую. Дальше изнаночная, провязываю ее изнаночной и протягиваю. Дальше опять 2 лицевые, значит вяжу лицевая, протяжка, лицевая, протяжка. Следующая петля изнаночная и вяжу ее изнаночной, протяжка и так далее. И так закрываю все петли. Я закрыла все петли по горловине, и на этом вязание кардигана закончено. После этого я постирала его в стиральной машине на температуре 30 градусов и отжим 800 оборотов. После ВТО он не изменился, и я в размерах, я имею в виду, и я пришила пуговицы. Я пришила 5 пуговиц, а петлями служат отверстия в косе. На этом работа закончена. Это все, что я могла показать в этом видео. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Если вы тоже себе свяжете такой кардиган, присылайте фото своих работ. А на этом у меня все. Благодарю за просмотр и до встречи в новых видео.